Привет, друзья! С вами Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. Сегодня уже шестое по счету обучающее видео, в котором я хотел бы поделиться с вами своими мыслями о способах компенсации интонации при изменении динамики в ту или в иную сторону. В моих прошлых видео я рассказывал о постановке губ, челюсти и участии полости рта и языка в процессе формирования звука. Но все примеры были приведены для усредненной позиции и средней динамики на уровне меццо-форте. Как я ранее говорил, флейта не имеет выверенных четких границ строя в пределах одной ноты. Лабиальное отверстие в губках так устроено, что мы можем самостоятельно влиять на интонацию, делая ее выше или ниже, приоткрывая или закрывая отверстие, а также меняя угол подачи струи. Открывание и закрывание отверстия чаще используются как эффект, поскольку не является идеальным способом с необходимой точностью менять строй в ту или в иную сторону. Ведь для подобного открывания и закрывания придется поворачивать либо флейту, либо голову. Это отрицательно скажется на технике исполнения и приведет к неоднозначности и неровности тембра, ведь параметры звука будут каждый раз сильно меняться при открытии или закрытии отверстия. Так как же нам, во-первых, правильно регулировать и удерживать интонацию в усредненном нюансе, а во-вторых, если динамика внутри одной ноты или фразы меняется, успешно компенсировать нашу интонацию, чтобы она, выражаясь обиходным языком, не плыла. Давайте рассмотрим оба варианта по отдельности. В первом случае, когда динамика ровная, неважно в каком нюансе, нам просто необходимо сделать строй ноты или всей музыкальной фразы выше или ниже. Для этого мы можем воспользоваться комбинацией из двух действий, производимых одновременно. Это изменение положения нижней челюсти и работа средней продольной части языка. Назовем это формирование угла атаки. Допустим, нам необходимо понизить интонацию на отдельно взятой ноте. Для этого мы берем эту ноту в стандартном положении. Внимательно прислушиваемся и запоминаем ее высоту. Далее, в момент исполнения этой ноты мы меняем положение челюсти, убирая ее по диагонали вниз-назад. Одновременно опуская продольную часть языка вниз. То есть, таким образом мы меняем угол атаки подачи воздушной струи, направляя ее ниже. Напомню о том, как я говорил в одном из предыдущих уроков, язык в момент воспроизведения звука находится не в подвешенном состоянии где-то во рту, а касается своими боковыми частями внутренней поверхности верхних зубов. А кончик языка располагается в свободном пространстве за зубами, примерно по центру. Это крайне важно, поскольку положение языка, образующего с верхним небом трубу, в которой проходит поток, меняется только по центральной его оси. Такое ограничение возможного положения языка в полости рта позволяет при минимальных корректировках самым эффективным образом управлять скоростью потока и влиять на интонацию. Точно так же, как с легкостью мы понижаем строй ноты, меняя угол атаки, мы можем сделать строй выше, выдвигая нижнюю челюсть по диагонали вперед-наверх. И немного поднимая среднюю продольную часть языка. И. То есть меняя угол атаки на противоположный. Но что же происходит, когда в рамках заданного строя нам необходимо поменять нюанс? Ведь не секрет, что чем мы сильнее, так сказать, дуем во флейту, тем выше становится интонация. И наоборот, чем слабее дуем, тем она ниже. Чтобы подобных вещей не происходило и наша интонация всегда была под контролем, нам нужно включать механизмы компенсации интонации при динамических перепадах. К примеру, начиная играть ноту громче, мы слышим, как она буквально уползает наверх. И мы в силах этому помешать, переводя угол атаки вниз, как я описывал ранее. Также и в обратном направлении, если нюанс меняется с форте или меццо-форте на пиано или пианиссимо, мы выдвигаем челюсть чуть вперед, а язык слегка приподнимаем, и, уменьшая пространство для прохода воздушного потока.
В результате наша нота при изменении нюансов в ту или иную сторону всегда будет оставаться в едином строе, и достичь подобного результата нам не составит большого труда. Этот же принцип мы применяем при игре в любых регистрах, независимо от того, каково положение наших губ. Собранное, как при игре наверху, или широкое, как при игре в нижнем регистре, принцип компенсации строя при изменении динамики остается тем же. Мы все так же меняем угол атаки, но при заданном положении губ. В верхнем регистре это собранная позиция и, соответственно, изменение угла атаки вверх или вниз. А внизу это широкая позиция. И точно такой же прием компенсации интонации. Тем не менее, часто встречаются ситуации, когда помимо нюанса меняется и регистр. То есть, играя, например, форте в третьей октаве, нам надо быстро переключиться на пиано, но в первой октаве. То есть нам придется сначала компенсировать форте наверху и сразу же затем компенсировать пиано внизу. Получается, что при игре форте наверху, где губы собраны к центру, мы меняем угол атаки, отводя челюсть назад, а центр языка опуская ниже. И сразу, переходя вниз, где положение губ широкое, мы, соответственно, выдвигаем челюсть и приподнимаем язык для исполнения пиано. Также и наоборот, играя форте внизу, в широком расположении, мы переводим угол атаки вниз. А при переходе наверх, в нюанс пиано, сводим губы к центру, при этом меняя угол атаки на верхнее положение. Степень изменения угла атаки, а также возможные положения губ мы определяем на слух. Ведь помимо интонации меняется также и сам тембр, а его качество зачастую зависит от выбранного нами положения аппарата. Поэтому нам стоит самостоятельно определить границы возможных изменений, чтобы звук при значительном изменении нюанса не исказился до неузнаваемости. Все это кажется на первый взгляд немного запутанным, пока организм не привыкнет автоматически реагировать на изменения нюансов, написанные в нотах, и компенсировать интонацию в любой ноте или фразе в соответствии с заданным строем. Я не стану придумывать ничего нового и давать вам специальные упражнения для отработки пройденного материала, ведь для этих целей можно пользоваться прекрасными школами Марселя Моэса или Тревора Уая. В них образцово подана идея, в том числе исполнения длинных нот. Вам же нужно всего лишь применить упражнения в этих учебниках в контексте данного материала. Попробуйте при исполнении длинных нот использовать разную динамику и нюансы, а также менять регистры для отработки интервалов. Работа над длинными нотами никогда не будет скучной, если вы будете понимать смысл в их исполнении. А это прежде всего работа над фактурой звука, интонацией, нюансами и дыханием. Как только вы начнете применять полученные навыки на практике, ваши занятия преисполнятся поиском красоты и совершенства и никогда не станут для вас просто ежедневной рутиной.
На этом сегодняшний урок завершен. Буду рад вашим откликам или вопросам. С вами был Илья Дворецкий и Московский флейтовый центр. До скорой встречи. Пока.